Дорогие друзья, мы находимся возле Ледового дворца города Кустаная. Здесь будет проходить тренировка по керлингу. Меня позвали, скажем так, снять видео. Вот, сейчас пойдем и потренируемся вместе со спортсменами. Все, пойдемте. Керлингом, да, занимаетесь? Ну я к вам, значит. Что, он поливать пошел, да? Да. Водой? Повернись, повернись. Слушай, вся куртка мокрая. Да. А чем отличаются от цвета, допустим, красный, желтый? На каждую команду отдается по 8 камней. Ага. Эти 8 камней должен кинуть каждый из членов команды. Членов команды всего 4. Вот. Например, когда играют две команды, у них цвет камней должен отличаться для удобства, чтобы они различали. Все это вот. Чисто для команды, да, различать? Камни у нас 19,5 килограмм. Вот. Вот, 8 таких камней, вот еще в принципе на одну команду. Ага. Ну, заодно и подкачаться можно, да? Да, вот. Ну, 19 килограмм, нифига себе. Пэбл наносит, чтобы камень скользил лучше. Да. Вот, и кстати, вот у вас обувь, да, специальная? Да, то, что я вот в обычной хожу. Ну, вам все выдадим. Все тогда. Прикольно, конечно. Меня зовут Мусейн Фергай Магомедович, я являюсь тренером ДЮСШ номер 3, отделение керлинга. Являюсь мастером спорта Республики Казахстан, неоднократным чемпионом Республики Казахстан по керлингу. Являюсь членом национальной сборной по керлингу. Сейчас на данный момент у нас проходит тренировочный процесс. У нас здесь собрались две группы. Группа начальной подготовки, группа УТГ. На дорожке Б тренируется основная сборная Кустанайской области. Здесь на дорожке Б тренируются новички, группа начальной подготовки. Для занятия керлинга у нас принимаются дети с 9 лет, 9 до 16 лет. То есть для занятия керлинга особо такого снаряжения не нужно. Это самое главное иметь теплую обувь, теплую одежду, шапку, перчатки. То есть, как вы видите, у нас вся тренировка проходит на льду, всегда в минусовой температуре. Керлинг что развивает? Не только физические навыки, но и умственные способности здесь очень важны. Так как керлинг это является шахматами на льду, здесь надо всегда думать головой, тактически, технически головой. Ну и самое главное, чтобы у детей было желание заниматься керлингом. Так керлинг это олимпийский вид спорта. Он у нас развивается с 2003 года в Казахстане. И на данный момент сборная Казахстана совершила сенсацию, вышла в плей-офф чемпионата мира по керлингу. То есть впервые в истории Казахстан вышел в плей-офф чемпионата мира. Мы дальше будем работать, дальше больше. У нас впереди есть много соревнований именно по этому году. Декабрь, январь. Кстати, в марте будет республиканская спартакиада, где наша сборная, в том числе и я, примем участие. Да, кстати, я в описании оставлю контакты, я не знаю, Инстаграм, да? Да, Инстаграм, телефон. Да, короче, все контакты будут в описании, если что, пишите в предметы. Он вам все подскажет. На керлинг хожу уже примерно 3 года. Вот в октябре было 3 года. И я вице-скип команды. Мне 13 лет. Керлинг играет на IQ. У нас, получается, есть 4 дорожки. На эти 4 дорожки, допустим, на первой дорожке играют тренера, на второй сборники и на третьей новенькие играют. Мы частично обучаем новеньких, их обучают тренера и частично мы тоже. Скажи, вот поначалу, когда ты пришла, тяжело было? Поначалу было мне тяжело, потому что нас учили выкатываться. Я это сначала не понимала, как делать, но потом со временем мне объяснили, как это делать, и я попробовала, и у меня все получилось. Но потом после этого я начала учиться, и у меня все получилось. Какие-то награды, регалии есть?
Да, я по чемпионату мира Казахстана ездила уже 3-й, 4-й раз, и у меня там есть медали. Скажи, вот, что ты посоветуешь тем, кто захочет сюда прийти, допустим, позаниматься? По совету, если вам понравился керлинг, то вы можете прийти сначала посмотреть. Если вам понравится, то вы можете ходить, и мы вас будем обучать, и все будет весело. А если не понравится, то ничего страшного, хотя бы просто посмотрите. Но я вам советую прийти и посмотреть. Меня зовут Эльдар, мне 12 лет, я занимаюсь керлингом уже более 3 года. Керлинг это вообще для кого как. Получается, керлинг это, в принципе, несложный спорт, просто нужно желание и силы и время. Ну ты вообще сам как вот нравится тебе заниматься керлингом? Ну так с удовольствием ходишь сюда или чисто хочешь, допустим, какие-то свои реализовать моменты в спорте и все? Ну вот чисто твое внутреннее. С одной стороны, для себя, а с другой стороны, охота иногда в голову приходят такие тактики, вот, охота что-нибудь попробовать. Например, вот мы тренируемся, и вот у нас тренировочные игры, мы пробуем что-то новое. И все, в принципе, довольны. В целом можем сейчас заметить вообще, наблюдаем за игрой между командой, юниорской командой, между парнями и девушками. На броске у нас Кужаков Манат, он является вторым номером сборной Косная. То есть здесь керлинги делятся по номерам, по броскам. То есть первый номер, второй номер, третий номер и четвертый это скип, то есть капитан команды. Третий это вице-скип, заместитель капитана. В целом у нас, как вы видите, они кричат свип, держать, то есть это определенные действия, которые нужно выполнять свипером, то есть участникам, чтобы продлить траекторию или там увеличить траекторию камня. Сейчас мы видим на броске у нас команда девушек, они активно готовятся, обсуждают тактику, что да как. И если мы посмотрим на ту сторону, то есть капитан, скип, он указывает им направление и скорость камня. То есть, видите, он ставит щетку, по этой щетке они будут кидать камень. Как видим, у одного из участников есть секундомер, который засекает время. Девушки активно свипуют, стараясь завести камень ближе к центру. Но веса камня очень мало, и, скорее всего, он станет началом либо дальним гардом, то есть защитой. Ситуация в доме такова, что два желтых камня находятся чуть-чуть дальше, чем красный, то есть, соответственно, у команды девушек сейчас есть преимущество в один камень. Но парни сделали сильный бросок, то есть, надеясь выбить и один желтый камень. Добрый день, уважаемые жители города Косная, уважаемые любители спорта. Всех приглашаю на нашу секцию по керлингу. У нас тренировки проходят абсолютно бесплатно. То есть, кто не знал, что это керлинг, это олимпийский вид спорта. Да, у нас есть в городе Костанай. Мы вас ждем. Керлингом могут заниматься дети от 9 и люди до 60 лет. То есть, мы для всех открыты. Ждем вас. Бәріне сәлем, менің есімім Аружан. Мен география факультетінен боламын, 1-ші курс. Мен осы керлингқа жазылдым, себебі маған қызық болды, қалай осы жақта ойындар болады, атмосферасын вообще ойнап көрмегенмін, вообще білмеймін да бұл ойын туралы. Кішкене жаңадан эмоциялар алуға, тәжірибе жинауға келдім. Мен осы барлық студенттерді осы керлингқа шақырамын, себебі осы жақта өте қызық, жаңа достар, жаңа орта табасыздар. Кішкене салқын, бірақ та денсаулыққа пайдалы.
Камень никогда не идет по прямой линии. Ага. Он всегда будет, траектория у него будет. Он с поворотом, с поворотом. То есть, когда он идет, нужно перед ним так тянуть, чтобы это ника, капли, их можно растопить полностью. Ага. Он идет. То есть, надо еще на льду стоять, средняя. Капец, я говорю, они еще, пацаны говорят, 19 килограмм весят, да? 15 килограмм, 600 грамм. Чтобы поставить дом, щетку ставим вот здесь. Ага. Нога, ноги прямо стоят. Камень параллельно правой ноге. Правая нога отталкивающая. Встаем. Как-то назад. Вот такая вот, короче, этот, как он, я не знаю, как он называется, шапок какой-то. Короче, чтобы скользить на нем, у него, видите, подошва такая прям гладкая. Тут тоже тактика, да, своя? Да, вот, короче, капитан скип, он тебе показывает, куда ставить. Вот сюда ставить, вот сюда ставить. Защиту, например. Да. В керлинге есть три линии. Бэклайн, T-лайн и хоглайн. Ага. Хоглайн это когда зона выпускания камня. То есть от бэклайна до хоглайна ты можешь с камнем выкатываться, на хоглайн ты его отпускаешь. Это T-лайн, центральная линия. Определяет конец дома, середина дома. То есть. Вот линия T. Это бэклайн, конец дома. Если камень ушел сюда, все, не считается. Вот здесь не считается. Так это английская игра. Здесь не в метрах, не в сантиметрах, а в футах все считается. Ага. Например, камень поставь на 8 футов, например. Мы считаем вот. Самощетка 2 фута. 2, 4, 6, 8 и так далее, до 12. То есть говорят, поставь на 8 футов, например. Ставишь щетку так, кидающий направляет камень сюда, и камень становится сжал. Большой траектория. От льда тоже зависит, да, какой лед? Тогда тоже зависит. Например, если лед, ну, в данном случае у нас лед не прям такой, но можно играть, можно тренироваться, но вообще лед должен соответствовать стандартам, то есть мы тоже по времени бросаем. Например, что я бросал? 3-1, 3-2. Почему у нас секундомеры? Потому что зона от бэклайна до хоглайна, она, получается, фиксируется. Ага. Так, короче, я сейчас буду учиться на. С твоей щеткой, да? Да. Вот так, да? Потом? Левую ногу назад, Вот это? амплитуду берешь, разгон, то есть. Чуть назад еще на левую. А, еще? Да, и все, сейчас вот так толкайся. Поехали! Ой, блин. Встать бы! Хочу с вами поделиться своим мнением. Блин, очень круто на самом деле. С виду кажется, что это легко, но на самом деле это капец тяжело. И мое первое мнение было, что я замерзну на льду, но ничего подобного. Там ты постоянно в движении, и от этого тебе жарко. Ну, круто, круто, мне понравилось. Советую вам тоже прийти, записаться. Ну, именно Ермек, он набирает детей с 9 до 15 лет, поэтому можете отдать своего ребенка на керлинг. Вот. Всем добра. Пока.